Всем привет, меня зовут Веруша. Я продолжаю такую разговорную тематику на своем канале. У меня не так много таких вот разговорных видео, поэтому я решила поднажать и практиковать такую историю, потому что вообще мне это близко. Высказывать свои мнения, делиться. Возможно, это кому-то будет интересно. Сегодня я буду говорить о Яндекс.Дзене. Вообще, я давно вынашивала план на тему такого плана видео, потому что, можно еще это видео назвать «Остановите планету, я сойду». Вот так вот я бы назвала, потому что Яндекс.Дзен несет ракетой в такую сторону, непонятную совершенно мне. То есть Яндекс.Дзен для тех, кто не знает, вот дзен, да, вот это слово вроде должно успокаивать, а меня оно очень возбуждает. И знаете почему? Потому что вот несет его как ракетой в сторону абсолютной деградации. Я не знаю, может быть, только я на это обращаю внимание, и только мне кажется, что что-то происходит не то. Но вроде как нет, потому что я люблю читать комментарии, я люблю слушать, смотреть, что думают другие люди, и как-то сопоставлять со своим мнением. И я еще понимаю, что я вроде как в обойме и не выпала. То есть есть люди, которые также считают, что что-то не то, и пишут в комментариях, что, видимо, мы этого достойны. Ну, так, в кавычках, да. О чем я говорю? Я поясню. То есть я говорю о том, что вот, например, я беру компьютер, да, свой, Яндекс.Дзен, вот я сейчас что-то набираю. В общем, здесь можно, да, когда вы читаете какую-то, там, вот сейчас я зайду, новости, в общем, вы понимаете, когда вы заходите, да, и видите какие-то новости, и если вы вниз спускаетесь, то там отображается Яндекс.Дзен. Вот. Я так понимаю, что это все там, можно проплатить, какие-то свои видео для авторов, которые выпускают так же, как и на Ютубе. То есть там такой и письменный формат, где можно просто почитать с фотографиями. И, кстати, там есть очень даже такие симпатичные варианты мне, которые, в принципе, так почитать, почему нет. Но, и видео тоже, да, конечно же. То есть там большинство видео, которые я смотрела, это все, которое набирает там по 500 тысяч просмотров, по миллиону. Это когда девушка, например, просто показывает свою опу. Я извиняюсь. То есть, или там вот это вот популярное видео, когда танцуют, да, то есть 5 парней, они вот одни движения, или 5 девушек, которые тоже делают одни движения. То есть я вообще не понимаю вот этот челлендж, да, это челлендж называется, то есть вот это однотипные вот эти видео, которые не несут никакой смысловой нагрузки. Это формат, наверное, развлечения, но я не очень понимаю, он одинаковый, то есть меняются только лица и люди, костюмы, какой-то задний фон, а движение, то есть все вот это вот, просто это зачем? Вопрос, зачем? Ладно, это видео мы опустим, пусть оно будет в каких-то там развлечениях для кого-то. Но когда выставляют, да, свое тело просто, и это смотрят там 300 тысяч, 500, миллион, у меня возникает вопрос, что будет дальше? Да, вот, что нас ждет дальше? Для тех, кто, может быть, не знает, есть в Америке такое шоу «Голые что-то там». Это проект, который как реалити-шоу, то есть они ходят там голые. И, может быть, мы к этому идем, к тому, что скоро будет не просто тело с купальником, а уже вот вообще все будет видно, и нечего будет скрывать. Хорошо, мы это увидим, голое тело, а дальше что после голого тела будет? Больше нечего показывать. Что еще можно будет сделать такого, чтобы всех удивить?
это уже будет очень сложно. Ну вот, в общем, я вот к чему записываю это видео? К тому, что нет предела моего возмущения. Я не критикан абсолютно, я очень позитивный человек, и я буду говорить в разговорных видео и о том, что мне очень нравится. Но по поводу Яндекс.Дзена я очень возмущена, правда. Потому что, ну, я знаю, вот для авторов я вообще там тоже хотела изначально выкладывать свои видео, но потом с Ютубом все стало вроде как, его не закрывают, и пока что. Вот, я надеюсь, что и не закроют, и поэтому я осталась на Ютубе, и на Яндекс.Дзене я не появилась. Но я знаю, что там для авторов как-то все урезается, да, в плане заработка ихнего, вот. Но я также знаю авторов, которые действительно вкладывают очень много сил, там, например, автор про путешествия, который, ну, интересные видео делает, да. То есть я не говорю о том, что на Яндекс.Дзене ничего нет, так же, как и в своем позапрошлом, ну, вот видео, да, про Инстаграм, который я выкладывала 2 дня назад. Я тоже не говорю кардинально, что вот Инстаграм это только плохо и все. Я просто в этом видео разбираю минусы. Я не говорю о плюсах, они, безусловно, есть. Но вот, то есть то, что касается Яндекс.Дзена, меня очень расстраивает то, к чему мы идем. Почему никто за этим не следит? Ведь если люди видят каждый день такого плана видео, да, то у них уже, если мы постоянно на чем-то концентрируемся и смотрим на что-то одно, да, то мы это запоминаем, фиксируемся на этом. Это как реклама. Когда тебе показывают, вот вы заметили, что сейчас особенно очень популярно показывать рекламу какую-то, например, там пасты Colgate, потом еще одну рекламу, и снова показывают через эту одну рекламу снова этот Colgate. То есть вот это вот повторение, когда человеку указывают на то, что ты купи эту пасту Colgate, вот запомни это. И также на Яндекс.Дзене, да, вот я захожу, и просто волей-неволей, когда вот я вниз прокручиваю, я вообще стараюсь оградить себя от каких-то лишних новостей, чтобы это не забивало мне голову, тем более вот такого плана, которые там показывают опу, я извиняюсь, и всякие части тела. То есть больше показать нечего, больше не о чем рассказать, кроме как вот... И, ну, наверное, здесь вопрос не к авторам, да, здесь вопрос к тому, кто это смотрит. То есть как есть певцы, да, которые, ну, не обладают, или девушки, да, артистки, которые не обладают каким-то там талантом. Они стали известны благодаря там какой-то просто продвижения какого-то, да. Здесь вопрос не к этим артистам, здесь вопрос, кто это все смотрит, и если смотрит, значит, есть какой-то тоже спрос на это. Так вот, у меня вопрос, кто это все смотрит? Вот у меня еще такое расстройство произошло, когда я увидела девушку, с которой я работала на Яндекс.Дзене. То есть вот это вот, знаете, из серии видео выпускают некоторые ребята, как бы юмор, но это непонятно, где здесь смеяться, в чем смысл этого видео. Вот это вот в этом плане. То есть все завязано на каком-то сексе, на какой-то пошлости. Все настолько примитивно, и просто грустно становится за то, что это все потребляет большое количество людей, потому что я же вижу, сколько просмотров это все набирает. Вот, поэтому вот это видео можно еще назвать «Остановите планету, я сойду». Грустно становится, правда, потому что как-то нету смысла в этом, нету какого-то зерна, где ты можешь задуматься или какую-то получить важную информацию для себя. Я понимаю, безусловно, что, наверное, нету задачи у тех, кто создает такие платформы,
ну, чтобы люди были умнее, да, разумнее, чтобы они рассуждали, ничего не принимали на правду, то есть все сравнивали или там, ну, как-то размышляли, да, думали. Вот, поэтому создаются вот такие контенты, вроде просто все, вроде ты смотришь, весело, смешно, но грустно, очень грустно мне становится. Вот, поэтому вот такие у меня рассуждения по поводу Яндекс.Дзена. Что это вообще такое? Ну вот я вот говорю конкретно про вот эти видео с купальниками, где просто девушка там переворачивается, ну, показывает все свои прелести. То есть это вот на грани какой-то фантастики. Еще у меня вопрос, почему за этим никто не следит? Вот за, ну, как это все, многие смотрят, почему нет какой-то цензуры на такого плана видео, что будет дальше. Но я знаю на самом деле, что это в разных странах, на Яндекс.Дзене же там, по-моему, 50 на 50 языках есть видео, то есть из разных стран, это русская площадка, российская, вот, но, в общем, это все там показывается из разных стран. Ну, не знаю, вообще, может, какой-то у меня сумбур получился в видео, но я, конечно, просто каждый раз... И я уже много-много, кстати, времени, наверное, больше вот года... Нет, не года. Наверное, вот с Нового года, вот этого Нового года. Как-то вот для меня этот Яндекс.Дзен, он только вот с этого Нового года появился, как-то так в обозрении. И я каждый раз захожу и думаю, что это такое вообще, что это? Или там какие-то видео, которые там домашние, где девушки выпускают, ну, тоже это все такое примитивное, я извиняюсь, я никого не хочу обидеть, но тоже все какое-то помешанное на пошлости. Почему только вокруг вот этого всего, вокруг пошлости вертится все? Я никого не хочу обидеть, никаких авторов за любым каким-то там видео, когда оно постоянное, да, когда много видео, люди работают. Ну, это действительно прилагаются какие-то усилия, ты тратишь время на это, все записываешь. Но просто уровень интеллекта этих видео, да, людей, которые это все смотрят, у меня вызывает большие вопросы. И вообще, почему такого плана просто пропускаются видео и спокойно себе публикуются, просто какой-то бардак вообще, я считаю. Вот, поэтому, в общем, такие у меня размышления. Скажите, пожалуйста, что вы думаете, напишите в комментариях, какие у вас вообще вот заходили вы в Яндекс.Дзен, что-то вы вообще вот такого плана как-то думали? Потому что, наверное, все меньше и меньше становится людей, которые размышляют. Я не хочу сказать, что я там какая-то такая умная, все остальные такие вот не понимают ничего. Но просто вот интересно ваше мнение тоже. Напишите в комментариях, пожалуйста. Ну, в общем, вот так вот я прощаюсь с вами до следующего видео. У меня будут разные видео, я не критикан ни в коем случае, я буду много чего рассказывать и делиться с вами тем, что я думаю. У меня очень много мыслей по поводу всего, но они направлены будут, конечно, на какое-то созидание, на то, что происходит там в жизни, ну, там, не в моей конкретно, а вообще в нашей жизни, и вообще какие-то философские темы, жизненные, в общем, на все. Ну, правда, кроме политики. Вот в политику я не буду вдаваться, я ничего в этом не понимаю и не считаю нужным об этом рассуждать. Вот. А остальное я с большим удовольствием. Плюс, конечно же, я вернусь к теме косметики и все тоже вам буду показывать. Вот. Ну и вообще очень жду обратной связи. Мне она очень важна, потому что я сейчас на таком как раз пути понимания того,
что бы мне хотелось, чтобы было интересно вам. Я с большим уважением отношусь к вашему мнению, поэтому буду очень рада, если какой-то отклик я получу. Вот, так что, в общем, желаю вам хорошего настроения и до встречи. Пока.